Короче, сейчас расскажу вам, почему мне нравится город Сочи. Сейчас у нас, значит, на часах январь, 17 января. И для того, чтобы показать, что это типа зима, я хотя бы встала на фоне елки. Потому что все остальное будет вам показывать, как будто, знаете, на улице какая-то весна или все-таки лето. Сколько? Порядка, может, 15-16 градусов жары. Небо ясное, солнышко. И самое мое любимое, да, то есть почему я люблю Сочи, это количество солнечных дней. Вот. Я прожила в городе Красноярск, Тайшет, Братск, вот. Поездила по побережью, и все, что за городом Сочи, там уже нужно где-то пододеть дубленочку или шубу. Лично для меня. И мое мнение, это самый лучший город на всей территории России. Раньше я совсем не понимала, почему люди покупают квартиры с красивыми видами из окна. Приехав в Сочи однажды в 2019 году, я сразу же на берегу моря сказала, что я здесь хочу жить. Мне очень понравился климат и то, что вокруг зимой все зелено. Круглый год наличие яркого солнца, конечно, тут бывают и дожди, обилие зелени поднимает мне настроение. То есть я себя чувствую здесь намного лучше, нежели чем в Сибири. Сказать о том, что я скучаю по своим родным краям, где я родилась, я не могу, потому что я вообще, в принципе, человек мира. Сейчас набережную реконструируют, очень много переделок, и видно с каждым годом, как Сочи меняется. Я сюда приезжала в 2019 году, парк Ривьера был еще в старом советском таком состоянии, сейчас он уже новый. Зимой, конечно, здесь не покупаться, и хочу сказать, что вода наверняка теплая, потому что, судя по палящему солнцу, можно было бы искупнуться. Но, как видите, волны, не позволяют это сделать, поэтому мы сидим на берегу. Мне нравится еще в городе Сочи, что ты можешь, наслаждаться природой, которая здесь есть, а именно, например, горы, водопады, окрестности, все утопает в зелени, и это на самом деле очень сильно кайфово. Это очень сильно поднимает лично мне настроение. Когда я жила в городе Красноярск, там было вечно серое небо, грязь, слякоть, смена вот этой погоды демисезонной, она очень сильно меня, так скажем, мое настроение подкашивало. Вот, поэтому, приехав сюда в феврале, поняв, что здесь в феврале 13 градусов, вот, и ты ходишь в кожаной куртке, ты можешь расслабиться и не носить кучу одежды. Так как это субтропики, природа здесь многогранна, и красоту можно видеть везде. Все-таки приезжим я рекомендую не просто погулять по набережным, но еще и посетить горы, прям пеший какой-то маршрут или экскурсию. Также не рекомендую сюда ехать просто наобум. Составьте себе заранее маршрут посещений мест. Сезон самые популярные места сильно многолюдны. Вообще хочу сказать, что Сочи меня сразу же приманил. И, знаете, на обдумывание решения о переезде сюда у меня ушло буквально неделя где-то. То есть мы поговорили с мужем, и потом мы покупаем билет в одну сторону вообще без задних мыслей. Просто покупаем билет и все. А через 2,5 месяца мы уже были здесь. И, знаете, я хочу сказать, что, наверное, жить в Сочи – это не ходить на работу. То есть мы уже тогда работали онлайн, совмещали с основной деятельностью, то есть с обычной работой. И здесь хочу сказать, что крайне важно все-таки сюда, если ехать на ПМЖ, то иметь что-то онлайновое. Я расширяю свою команду и, конечно же, подписываю новых людей, обучаю сотрудничеству с компанией Nail International, то есть это мой стратегический партнер, который имеет сеть магазинов, и за продвижение этого бренда нам платят очень хорошие проценты. Вот. Приехали мы сюда уже с доходом порядка 80 тысяч рублей. Вот, было дико страшно, то, что этих денег не будет хватать, но, как оказалось, если мы говорим о ценах здесь, в Сочи, на жилье здесь, да, дороже намного жилье в среднем. И если мы говорим о продуктах питания, то они, во-первых, качественнее и дешевле, чем в том же самом, не знаю, регионе сибирском, да, откуда мы приехали. Из плюсов это маленький компактный город. Я не говорю про Адлер, я сейчас говорю именно сам центральный Сочи, потому что я здесь живу и живу уже 5-й год как пошел. Плюсом большие
ну, так скажем, кайфы от того, что зелень вокруг, то, что природа очень хорошая, то, что экологически чистый воздух. Я сама по образованию эколог, и эколог нефти и газа, знаю об среде окружающей очень много. И, знаете, хочу сказать, что... О, мужик он там плывет одной. Ну, я думаю, автолюбители тоже как бы оценят, потому что здесь не нужно греть автомобиль. Даже зимой. Вот я сейчас сижу и загораю прям просто под солнышком под этим. Что еще хочу сказать из плюсов? Это очень интересные люди сюда приезжают какие-то. Концерты уличные проходят. Это тоже, так знаете, атмосферно очень сильно. Вот. В то время, когда в Сибири все замерзают и сидят по углам. Из минусов, что я хочу сказать, то, что туристический поток, то чаще всего туристы, они не очень такие, знаете, чистоплотные люди, то есть это, несмотря на то, что этот город, ну, относится к России, да, и это курорт, нужно как-то, наверное, свои родные края беречь, очень много мусорят. Вот, ну, как я заметила, да, но при этом, кстати, очень круто, тут работают службы вот этой вот облагораживания территорий, да, и вовремя вот это все ликвидируют. Из минусов, да, узкие дороги, горки, то есть автолюбители здесь сразу же оценят какие-то коцки, царапки на своем автомобиле. Мало тротуаров бывает, то есть с ребенком, например, на коляске не везде проедешь, если ты живешь где-то прям, ну, в гористой здесь местности, есть район Светлана, где я живу. Короче, один из минусов жизни в Сочи – это если это идет дождь, то будет точно какой-нибудь апокалипсис. Поэтому обязательно во время дождя лучше сидеть дома, не выбираться, не ходить ни в торговые центры. Здесь с коммуникациями достаточно такие проблемы, особенно в Адлере. Я в Адлере не жила, не знаю, но часто вижу в новостях о том, что затапливает этот район, потому что, ну, много несанкционированной застройки и хаотичная вообще, в принципе, архитектура здесь. Отличное время для посещения – это апрель-май, либо сентябрь-октябрь. Для меня огромный плюс жизни, конечно, здесь в том, что с ребенком выйти, не нужно большое количество демисезонной одежды, не нужно, не знаю, там, мерзнуть где-то в минус 30 и близость, то есть все очень близко. Сам город Сочи, именно, ну, центральный Сочи, он маленький. Вот, то есть можно легко, спокойно передвинуться с коляской, но опять же учитываем то, что не везде есть положенные тротуары. Если говорить о пляжах Сочи, то здесь на центральных пляжах мы вообще не купаемся. Мы ездим либо в Абхазию купаться, а там очень чистое море, и ездим еще купаться на какие-нибудь пляжи, которые отдалены от посещения массовых, так скажем, людей. Почему? Потому что есть пляжи маленькие с закуточками, куда едут только местные или люди, которые живут возле этого пляжа. Еще хочу сказать, что море, оно, ну, действительно здесь не чистое, если мы говорим о купании, об отдыхе. Отдых, я не знаю, почему люди сюда, кстати, едут отдыхать. Скажите, пожалуйста, почему вы сюда ездите отдыхать прям? В общем, отдых, ну, не сказала бы, что прям крутой какой-то, да, и не сказала, что ценник на отдых здесь дешевый. Можно дешево, да, но я, знаете, хочу сказать, что это действительно не стоит того. Хорошие отели, они действительно стоят, ну, прилично. И, ну, почему они стоят столько? Потому что это единственный в России вообще уголок земли, где люди живут именно в основном, ну, вот это риэлторство, да, это сдача жилья, покупка, продажа, там, прочие вот эти вот вещи. И живут, конечно же, еще за счет приезжих туристов. Что касательно мест и посещений Сочи, рестораны, бары, я по сравнению с Красноярском, Сибирью, могу сказать, что здесь низкое качество действительно обслуживания. В ресторанах есть небольшое количество тех ресторанов, которые я посещаю. Ну и то, как бы, в связи с тем, что я правильно питаюсь, за здоровьем слежу, я посещаю рестораны крайне редко. Плюсом мой муж по образованию, конечно, по первому повар. Еще большой очень сильно поток, люди устают, персонал, от вот этой вот нагрузки, от работы, кстати, персонал здесь тоже чаще всего приезжий, и люди, надеясь на то, что они вас больше никогда не увидят, могут грубить, хамить,
Вот. Ну и плохо относиться. Хотя на самом деле я встречала редко такие заведения, где плохо относятся как-то. Есть у нас тут заведение одно, но и то, которое уже закрылось. Как раз-таки кухня там была очень хорошая, а сам, ну так скажем, персонал, обслуживание на очень низком уровне. Я, кстати, не знаю, почему уже давным-давно заведено, что если ты хорошо, так скажем, предоставил какую-то услугу, люди тебя будут рекомендовать. Это и в моем бизнесе так работает. То есть, когда ты делаешь свое дело хорошо, люди тебя рекомендуют, ты зарабатываешь больше. А здесь, наверное, так не работает. Мы говорим о каких-то посещениях туристических экскурсий, то цены всегда поднимают. Вот. А если мы говорим про продукты питания на рынках, они тоже поднимаются. Вот. И если продавец знает то, что вы, видит то, что вы не местный, он обязательно вам продаст подороже. Кстати, задавайте интересующие вас вопросы, обязательно на них отвечу. То, что касается приобретения недвижимости, это очень такая щепетильная тема, это даже тема для отдельного видео, потому что есть и мошенники, и завышенные цены, и прочие вот эти моменты. И Сочи сейчас, я бы сказала, не совсем удачный прям город для приобретения чего-то, если у вас, конечно же, нет свободного капитала. У меня, кстати, до сих пор двоякое такое состояние от проживания в городе Сочи. Двоякое в чем? Первое, бывает иногда хочется снега. Да, можно съездить в поляну. Но сейчас я задумываюсь о том, чтобы у меня была, может быть, какая-нибудь недвижимость там. А дальше. Двоякость в чем? То, что этот город тебе нравится вне сезон. Когда здесь очень много людей в сезон, ты его начинаешь потихонечку ненавидеть. Дальше. Службы коммуникации работают достаточно плохо, медицина плохая, образование здесь не очень, да, в классах учатся по 40 детей. Вот. И хочу сказать, что, знаете, все по-братски здесь чаще всего. И, кстати, если вы едете на отдых на автомобиле сюда, в Сочи, лучше здесь взять в аренду, да, потому что вас на дорогах будут и так останавливать, и останавливать будут чаще, потому что в сезон и не в сезон всегда, когда на дорогах появляются какие-то автомобили, которые не с нашим регионом, они, так скажем, часто будут тормозиться. Минусов можно найти действительно очень много. Знаете, самое главное, мне кажется, все-таки состояние, когда ты в этом городе находишься. Вот сейчас я максимально кайфую от этого города, и мне все нравится, все классно. А когда есть мелкие какие-то неурядицы, да, там типа, не знаю, в сезон ты не знаешь, где машину припарковать, или вообще ходишь пешком, потому что везде на улицах образуются пробки, очень много машин, даже в своем районе очень сложно, так скажем, припарковать машину. Поэтому, если вы думаете о том, что нужно сюда переехать, или вы хотите сюда переехать, всегда обращайте внимание все-таки на аренду жилья вместе с парковочным местом. Пригоден ли вообще Сочи для жизни? Я думаю, да. Если ты хочешь единения с природой, хорошего вида из окна, солнышко побольше, да, настроения. Тут очень много, кстати, различных тусовок, нетворкеров, которые собираются на какие-то, не знаю, творческие вечера и прочие вот эти вот вещи. Предпринимателей много. И все же, я уже ранее говорила, что сюда, если ехать, то ехать именно с какой-то дистанционной работой, потому что, представляете, какое будет палево выходить в пиджаке в июле месяце, когда палящая жара, на работу. Все лежат на пляже, а ты на работе. Вот это я вообще никогда не пойму. Я, конечно, прекрасно понимаю, что все равно должны быть люди, которые в магазинах работают, там, бары, рестораны открывают, там, уборку делают какую-то, еще что-нибудь, да. Но для меня все-таки приемлем более такой, знаете, свободный стиль жизни. Я уже, потому что поработала, поняла то, что не моя эта тема. И лучше работать онлайн. Как не работать на дядю, работать на себя.